Перед высадкой ядовитый наблюдатель взял с собой плазмопульс, одну из последних разработок в области вооружения для специальных солдат, кем высшее существо и являлось. По завершении настройки оружия ядовитый наблюдатель настроился на успешное выполнение миссии. Только с самого начала отважный исследователь получил серьезное ранение. Однако, несмотря на жестокость и упорство противника, миссия увенчалась успехом за счет сильной воли и отваги высшего существа. После получения награды за выполненное задание, ядовитый наблюдатель продолжил изучать неизведанную часть галактики. Скоро он столкнулся с империей Коровничей, имевшей такую же идеологию, что и раса покорителя жесток. Он у нее получил задание слетать на планету Верханки за желтой пряностью, но с условием насилие лишь при крайней необходимости. Только планета, где нужно было добыть определенное количество пряностей, находилась во владении у империи Ахамани. Благо, позже удалось сгладить данное недоразумение при помощи торговли. В ходе нее ядовитый наблюдатель узнал, что у данной расы имелась пара экспериментальных образцов гига-детонатора, оружия, способного разрушить кору планеты твердого типа. В связи с этим ядовитый наблюдатель внес в секретный архив родной империи столь ценную информацию. По мере исследования в системе Альвокерта на планете Смон-1 был найден древний инструмент окраски морей в алый цвет. Высшее существо оказалось разочарованным подобной находкой, но продолжило изучение. Увы, дальше получалось хуже. Засада пиратов в системе Бератим на планете Астиевсин. В системе, находившейся рядом с Коллапсаром, откуда звездолет ядовитого наблюдателя попал в данную часть галактики. Подобное не остановило военного исследователя. В итоге, в системе Сатух-Сик на планете Селия-1 слуга императора обнаружил один из свитков фолианта науки. Дополнение коллекции древних артефактов и знаний. В нем упоминалось о важности и опоры на знания, а не на веру. Данная система находилась примерно в 12 парсеках от черной дыры, откуда ядовитый наблюдатель прилетел с целью изучения остальной галактики. Только оказалось, в ту навигацию он занес неверные данные. Поэтому высшее существо оказалось в очередном и исследованном рукаве галактики. Оно приняло решение найти ту черную дыру, которая доставит его обратно в известный космос. Ядовитому наблюдателю это удалось довольно быстро, но он усвоил урок, что теперь надо проверять, куда ведет Коллапсар, и заносить его координаты, а также его финальный пункт назначения. Основной целью ядовитого наблюдателя стала подготовка к встрече с Кроксами. Для подобного император издал указ, что торговля являлась главным приоритетом для покупки нужных инструментов, вооружения и прочего снаряжения, так как это было самым быстрым способом подготовиться ко всевозможным опасностям, ожидавшим верного слугу империи в диком космосе. Для улучшения и ускорения процесса торговли ядовитый наблюдатель терраформировал несколько колоний с уникальной для известного космоса пряностью, дабы можно было добывать и продавать ее больше, а также экономить на защите местных жителей от более суровой среды их планеты. В это же время император разработал стратегию войны с империей Фиби, так как она раскинулась слишком широко и имела больше влияния в известном космосе, чем его государство.
В первую очередь, он прокачал свои колонии до максимума. Иными словами, повысил их индекс до 3-го уровня. Вдобавок, император продолжил эксперимент по высадке особей падших рас в других мирах, где индекс находился на самом высоком уровне. Единственным во всей империи, кто кроме императора знал о данной деятельности, был ядовитый наблюдатель. Последний с радостью продолжил опыты над низшими формами жизни. После высадки виновных он им стирал память об их прошлом, но и помогал с развитием, оставляя монолит. Однако, бывало, что ядовитый наблюдатель самолично способствовал развитию воинственных рас, дабы у императора имелись мощные союзники, но контролируемый верностью в знак благодарности за помощь в их развитии. Также император приказал ядовитому наблюдателю брать задания у будущих врагов, дабы усыпить их бдительность, одним из которых являлась империя Фибия.